В начале 60-х годов прошлого столетия внедрение МОП-транзисторов столкнулось с, казалось, непреодолимой проблемой, и человечество могло отказаться от этой технологии. Транзисторы, стабильно работавшие на стенде, внезапно выходили из строя из-за необъяснимого дрейфа порогового напряжения и самопроизвольного отпирания. Исследователи были в тупике, и лишь в 1965 году группа инженеров из Fairchild Semiconductor доказала, источником нестабильности выступал сам человек. Подвижные ионы натрия из пота и дыхания операторов проникали в диэлектрик. Под воздействием электрического поля они дрейфовали внутри кристалла, необратимо инвертируя проводимость канала. Это понимание природы отказа совпало с изобретением ламинарных чистых помещений. Симбиоз этих двух идей, защита кристалла от биогенного загрязнения и химии процесса, позволил стабилизировать МОП-технологию. Сегодня силовые мосфеты собирают в почти идеальных условиях, однако даже в стерильном кристалле заложены структурные особенности, способные спровоцировать мгновенный катастрофический отказ транзистора. Привет, друзья! Это подкаст «Библиотека инженера». И сегодня у нас анатомия мосфета для разработчика. Мы попробуем разобраться с теми призраками, которые живут в мосфете, и узнаем, что про них написано в даташите. Поехали! В идеале нам хочется, чтобы силовой мосфет работал как совершенный механический контакт. Мгновенное включение, нулевое сопротивление в открытом состоянии и бесконечное сопротивление в закрытом. Но на практике мы знаем, что все не так. Да, он, конечно, не искрит и дребезга контактов нет, но вот и идеальным ключом его не назовешь. Физически это сложная нелинейная система. А для лучшего понимания работы мосфета обычно рассматривают через 4 ключевых аспекта. Это сопротивление канала, встроенный диод, паразитный транзистор и, конечно же, емкости. Задача выпуска — разобраться с физикой каждой из этих сущностей. Ну а начнем с самого, казалось бы, понятного — сопротивления открытого канала. Раздел 1. Анатомия сопротивления открытого канала и геометрия кристалла. Чтобы обеспечить блокирование высоких напряжений, используют вертикальную структуру транзистора. Носители заряда движутся от контактов истока на верхней плоскости через толщу кремния к подложке стока внизу. Давайте посмотрим таблицу электрических характеристик. Заявленное сопротивление RDS-ON составляет 0,17 Ома. На практике оно складывается из нескольких последовательных сопротивлений: инверсного канала, эпитаксиального дрейфового слоя и подложки стока. Канал формируется у поверхности кристалла. Носители заряда сначала движутся горизонтально, а затем вынуждены совершить поворот на 90 градусов вниз, проходя через узкую область между двумя глубокими P-областями базы. Несложно догадаться, что эта суженная зона создает мощное паразитное GFET-сопротивление и дает нам значительный вклад в общее сопротивление канала. Казалось бы, зачем производитель использует такую архитектуру? Почему бы не опустить затвор вглубь, сделав траншею, чтобы ток уходил строго вниз без этого сопротивления? Можно сделать и так, но это всегда компромисс. Смотрим динамические характеристики нашего планарного транзистора. Входная емкость CISS составляет всего 830 пикофарад. Если бы мы перешли на траншейную архитектуру, чтобы снизить сопротивление канала, площадь обкладок будет больше в разы, и, следовательно, эта емкость значительно возрастет. Но этот компромисс шире, чем просто RDS-ON против CISS. Однако у этой геометрии есть еще одно важное следствие. Глубокие P-области, контактируя с дрейфовым N-слоем, формируют не только сопротивление канала. Этот контакт порождает паразитный P-N-переход. Именно там скрывается наша вторая сущность — встроенный диод. Раздел 2. Встроенный диод. Проблема жесткой коммутации. Итак, мы уже выяснили, что этот диод не конструктивная опция, а физическая неизбежность топологии. Поскольку исток и базу закорачивают слоем алюминия, анод этого огромного PN-перехода оказывается привязан к истоку. Формируется диод, способный пропустить полные 19 ампер транзистора, указанные в даташите. Например, в полумостовых и мостовых схемах этот диод обеспечивает путь для тока дросселя в мертвое время. И вот тогда ключевой проблемой становится динамика обратного восстановления. В открытом состоянии диод накапливает избыточный заряд неосновных носителей. При открытии противоположного транзистора и приложении обратного напряжения диод не способен восстановить блокирующие свойства мгновенно. И если посмотреть даташит нашего транзистора, то увидим, что время восстановления ТРР составляет 208 наносекунд, а накопленный заряд QRR — 1,63 микрокулона. Пока этот накопленный заряд не будет выкачан обратно, через плечо полумоста течет большой сквозной ток, а это плохо.
В финальной фазе восстановления запирающих свойств может произойти резкий обрыв тока. Этот эффект еще называют snap-off. В этот момент паразитные индуктивности порождают резкие выбросы напряжения с широким спектром помех. Но самое опасное, именно здесь может пробудиться скрытая сущность, представляющая прямую угрозу физическому выживанию кристалла. Вот о ней мы сейчас и поговорим. Раздел 3. Паразитный биполярный транзистор и лавинная энергия. Это известный факт. В структуре вертикального N-канального MOSFET действительно существует паразитный биполярный NPN-транзистор. Сильно легированная область истока играет роль эмиттера. P-область тела — это базы, а дрейфовая область со стороны стока — это коллектор. Хотя база и эмиттер закорочены верхней металлизацией, ток замыкается не только по поверхности. В глубине кристалла он проходит через P-область, которая обладает собственным распределенным сопротивлением. Если ток через эту область создаст на базовом сопротивлении падение напряжения порядка 0,7 вольта, паразитный биполярный транзистор откроется. Теперь надо понять, откуда берется этот ток. Один из механизмов связан с резким нарастанием напряжения на стоке. В этом случае изменяется напряжение на паразитной емкости сток-база, возникает ток смещения через базовое сопротивление, и при достаточно большой скорости изменения напряжения паразитный транзистор включается. Здесь, на мой взгляд, важно не путать. Это не ложное отпирание транзистора из-за эффекта Миллера. Это именно открытие скрытой биполярной структуры. Есть и второй опасный сценарий, и он связан с лавинным режимом. Если напряжение сток и сток превышает напряжение пробоя, MOSFET входит в режим лавинного ограничения. Лавинный ток распределяется по кристаллу не идеально. Если при этом на базовом сопротивлении паразитного транзистора возникает достаточное напряжение, он открывается, и значительная часть тока начинает уже неуправляемо течь через него. Это явление в литературе часто называют latch-up. Прибор теряет управляемость по затвору, ток локализуется в узкую зону кристалла, возникает мощный перегрев, и структура, как правило, мгновенно разрушается. Рассмотренное событие, конечно же, катастрофа, но ее можно избежать грамотным выбором режима. Куда сложнее бороться с невидимыми потерями, которые возникают при каждом переключении. Если вы заметили, что транзистор греется даже при незначительных токах, в первую очередь стоит посмотреть, как он взаимодействует с драйвером управления. Раздел 4. Паразитные емкости и плата Миллера. Любой учебник по полупроводниковым приборам сообщит вам, что динамические потери ключа во многом определяются паразитными емкостями структуры: входной CISS, выходной COSS и проходной CRSS. Но главное здесь не сами значения, а то, что эти емкости нелинейно зависят от напряжения. И особенно это проявляется для выходной и проходной емкостей. И снова открываем даташит, чтобы посмотреть на график заряда затвора транзистора. При подаче тока от драйвера напряжение на затворе растет. Затем наступает момент, когда транзистор уже способен принять полный ток нагрузки, а напряжение на стоке начинает снижаться. Именно здесь на графике появляется характерная горизонтальная полка в районе 6,5 вольт. Это и есть известное плато Миллера. Его уровень зависит от условий измерения, прежде всего от тока и напряжения стока. Поэтому воспринимать эту величину как константу нельзя. И для понимания этого процесса следует зафиксировать, это не просто емкость стала больше. Пока напряжение стока падает, ток драйвера потребляется именно на этот перезаряд. Поэтому напряжение на затворе на время почти перестает расти, хотя драйвер продолжает создавать ток. Именно так и возникает полка на кривой заряда затвора. Пока длится этот участок, через транзистор одновременно протекает значительный ток и удерживается заметное напряжение сток и сток. Поэтому именно здесь формируется существенная часть коммутационных потерь, и прибор на короткое время работает в линейном режиме, выделяя тепло. И вот теперь мы можем перейти к практическим выводам. Финал. Чек-лист выпуска. Силовой MOSFET не кажется специалисту неким идеальным ключом, потому что это сложный электрофизический компонент, у которого статические, динамические и тепловые свойства тесно связаны между собой. Поэтому его нужно оценивать не по одному числу, а по совокупности параметров. Первое. Анализ топологии и компромиссов. Не стоит гнаться за долями миллиома RDS-ON. У планарной архитектуры действительно есть паразитное GFET сопротивление. Но это компромисс. Взамен вы получаете минимальную входную емкость TSS, которая не будет перегружать ваш драйвер на высоких частотах. Второе. Динамика встроенного диода. При жесткой коммутации полумоста критично не только время TRR, но и заряд обратного восстановления QRR. Чем выше этот заряд, тем дольше диод будет закрываться, провоцируя сквозные токи, жесткий snap-off и электромагнитные помехи.
Третье. Устойчивость к паразитному биполярнику. Нужно помнить, что внутри MOSFET скрыт NPN-транзистор. Он может открыться при высоком скачке ДВ по ДТ или в лавинном режиме. Активация этого транзистора ведет к эффекту защелкивания и мгновенному разрушению кристалла. Четвертое. Учет плата Миллера. Основные коммутационные потери прячутся не в табличном значении входной емкости, а в процессе высасывания тока драйвера на перезаряд проходной емкости. При расчете тепловыделения всегда смотрите на кривую заряда затвора и длину плата Миллера. Именно там транзистор работает как утюг, находясь в линейном режиме. Все ссылки на источники и расширенный чек-лист в нашем телеграм-канале, а на Бусти есть аннотированный список интересных публикаций на эту тему. Понимание структуры и физики работы транзистора делает даташит понятнее. До встречи!